Если вы загорелись желанием вырастить яркие экзотические цветы на своем участке, но сомневаетесь в том, что вполне справитесь с этой нелегкой задачей, попробуйте начать с этой красивой южноамериканской культуры. Этот цветок приобрел широкую популярность среди цветоводов во всем мире. Его пестрая краска, особая красота, продолжительное цветение и несложный уход полюбились многим. Называется это растение альстромерия. По-другому его еще называют перуанской лилией. Обширный род этого растения насчитывает множество видов, а точнее около 100. А ведь этот чудесный на вид цветок древние инки всегда считали даром бога солнца и приписывали ему чудодейственные свойства. Лепестки альстромерии переливаются в лучах солнца, словно маленькие язычки пламени. По этой причине древние перуанцы считали этот цветок мистическим. Альстромерию еще называют лилией инков и попугайной лилией. Впрочем, даже по сей день многими людьми подаренный букет альстромерии расценивается как жест настоящей преданности и крепкой дружбы. А некоторые считают, что этот красивый и жизнерадостный цветок способен привлечь процветание, богатство и удачу. Хотя особо широкую популярность в продаже этой культуры на срез, то есть в букетах, принесли цветку его неповторимая яркость, экзотический вид и долгое неувядание. Ведь альстромерия может простоять в воде в свежем виде около 2 недель. Чем не бизнес для многих цветоводов? Кстати, эти роскошные цветы, в отличие от лилий и прочих ярких растений, не обладают насыщенным ароматом и не вызывают аллергию. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания и мнением об альстромерии. Я буду благодарна всем вашим советам, комментариям и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Альстромерия относится к высокодекоративным травянистым культурам. У нее клубневые корневища и прямые упругие стебли, на которых поочередно расположены узкие изогнутые листья. Они начинают свой рост не снизу, а примерно от середины побега. Цветы красиво выглядят даже в нераскрытых бутонах, которые по внешнему виду напоминают порхающих бабочек. Каждый цветок насчитывает 6 пестрых супротивно расположенных лепестков, растущих в 2 яруса, которые могут быть окрашены в самые разные яркие краски – в желтые, оранжевые, розовые, пурпурные, сиреневые или красные оттенки. Есть красивые сорта с необычными лепестками в крапинку. Каждый цветок по центру украшают длинные изогнутые тычинки с крупными пыльниками. Кстати, на своей родине этот цветок часто посещают миниатюрные птички колибри. В наших садах их опыляют бражники и прочие насекомые-опылители. Цветет альстромерия продолжительно, с конца весны и практически все лето. А при хорошем уходе и обрезке отцветших соцветий она может порадовать своим ярким букетом даже в сентябре. Но морозостойкостью этот южный цветок не отличается, поэтому в средней полосе его чаще выращивают как оранжерейную и комнатную культуру. В регионах с мягкими зимами кустики осенью обрезают на 20 см от уровня почвы, прикрывают хвойным лапником или слоем опавшей листвы. Из альстромерии получаются очень яркие композиции. Этот цветок удобно выращивать как на клумбе, так и в кашпо. Горшечные растения с осенними похолоданиями можно заносить в дом и спокойно выращивать альстромерию как комнатный цветок. Размножить это красивое растение очень просто методом посева семян. Семена можно посеять сразу в грунт, то есть на постоянное место в саду, предварительно очистив почву от сорняков. Делают это в конце апреля или в мае. Но если вы планируете как можно раньше увидеть цветение, то стоит заняться выращиванием рассады в домашних или тепличных условиях. Для этого используют свежие семена, которые сеют уже в конце февраля, начале марта. Однако перед посевами необходимо произвести стратификацию семян, которые погружают во влажные салфетки, оборачивают пленкой и кладут на месяц в нижний овощной отсек холодильника. Как правило, всходы альстромерии начинают уже прорастать на 3-4 неделю. Очень важно молодую рассаду не только вовремя поливать, но и ни в коем случае не переувлажнять,
чтобы не развилась грибковая инфекция. Сеянцам необходимо достаточно света и подкормка удобрениями для рассады цветочных культур. Пикировать растения уже можно с появлением первых 3 листочков. Хотя все-таки лучше высевать альстромерию в отдельной емкости с последующей перевалкой без травмирования молодых корней. Выращенную рассаду пересаживают в открытый грунт, когда минует угроза ночных заморозков и прогреется почва до 20 градусов тепла. Альстромерия – цветок солнца, однако он не терпит постоянных обжигающих лучей, особенно в дневное время. Также растения необходимо беречь от резких порывов ветра и частых сквозняков. Почву желательно подготовить рыхлую и питательную. Подойдет хорошо созревший компост и песок или питательный листовой перегной, а также садовый грунт. Рассаду высаживают на расстоянии не менее 30-45 см друг от друга. Для обильного цветения необходимо рыхлить и пропалывать почву вокруг кустов, своевременно поливать и вносить комплексные удобрения как минимум 2-3 раза в неделю. Плюсом альстромерия не подвержена нападению вредителей и очень редко болеет. С таким несложным уходом она непременно порадует вас роскошным цветением, которое способно украсить не только ваш приусадебный участок, но и домашний интерьер. Кашпо с альстромерией отлично смотрятся на веранде, террасе и балконе, особенно в композициях с другими яркими цветами, например, лобелии, сцеволой, петунией или бегонией. Особо популярные в цветоводстве яркие гибридные сорта с крупными красивыми цветами и пестрой окраской. Из популярных считаются сорта Хармонии, Бьюти, Алисия, Регина, Кинг Кардинал, Вирджиния и другие. Этот яркий цветок будет везде заметен и выглядеть на все 100%, будто посаженным в цветнике, кашпо или в срезанном виде в букете. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.